То есть исчезли беспокоившие ранее гнойничковые поражения на спине, которые после прекращения приема до настоящего дня не появились. Стал замечать, что я не устаю, как обычно, то есть вроде бы уже пора, как обычно, передохнуть или прилечь, а потребности в этом все нет. Сократилось время сна, уровень мочевой кислоты в сыворотке у меня снизился. Это благотворное воздействие на суставы. Они у меня не болели, конечно, но зато регулярно хрустели. У вас даже в аннотации написано висцеральный жир. Ну, и живот, и вот по бокам то, что есть, тоже уменьшилось. Это выше там того, что многие добавки могут дать. Не, вообще любые добавки могут дать. Альберт, здравствуйте. Пожалуйста, скажите, сколько вам лет, где вы проживаете, сколько вы принимаете синтезит и какие позитивные эффекты вы на себе ощутили? Да, здравствуйте. Я проживаю в Москве, мне 35 лет. Принимать синтезит я начал с 23 марта, а закончил 11 апреля. Принимал по одной капсуле в день, ну, израсходовал всю упаковку. Так, ну, надо сказать, что вот насчет своей работы. Характер работы у меня сидячий, да, это в плане того, чтобы понимать, как он мог повлиять вообще и на что синтезит. И чаще всего это не стандартные вот 8 часов в день, а существенно больше. То есть неактивный образ жизни, надо сказать, да. Но вот с первого же приема я ощутил те эффекты, о которых уже многие отзывались. То есть это вот необычно повышенное приятное тепло в различных участках, отделах организма, Мгм. в частности в печени, да. Повышение энергии, работоспособности тоже проявилось практически вот с первого приема, но выражалось оно, знаете, не то чтобы в повышенной бодрости и в бурной деятельности, так сказать, Мгм. энергии куда некуда деть, так скажем, да. Но зато я стал замечать, что я не устаю, как обычно, то есть вроде бы уже пора, как обычно, передохнуть или прилечь, а потребности в этом все нет, и внимание и сосредоточенность при этом не рассеиваются. Да, сократилось время сна, и приходилось часто вставать вот, по работе в 5 часов утра, и это удавалось значительно легче, чем раньше, при том, что ложился я в то же время, что и прежде. А вот, Альберт, уточнение такое, вот ложились во сколько? То есть, если вы в 5 вставали, во сколько вы ложились до В этого? 12, в Ага. 00:00, да. Ага, то есть сон сократился до 5 часов, получается. Ну да, ну да. Мгм. Ну да, надо отметить, что в первый же день после прекращения приема некоторую убыль в энергии и работоспособности я, тем не менее, сразу ощутил. Вставать утром стало тяжелее, и утомляемость повысилась. Вот такой эффект вот есть. Заметил также позитивное влияние на кожу. То есть исчезли беспокоившие ранее гнойничковые поражения на спине, которые после прекращения приема до настоящего дня не появились. Мгм. И еще одним вот приятным эффектом применения синтезита стало благотворное воздействие на суставы. Они у меня не болели, конечно, но зато регулярно хрустели. А в итоге хрустеть перестали, хотя и не полностью. Но вот практически вот минимизировался эффект это, то есть заметно прям. И в связи с этим хотелось бы отметить, что до приема и после приема я сдавал анализы крови, и уровень мочевой кислоты в сыворотке у меня снизился, то есть заметно так, то есть с 406, что практически вот равно верхнему значению нормы, до 320 микромоль на литр. То есть, ну, как бы вот такой эффект есть. Ну и визуально снизился, как у вас даже в аннотации написано, висцеральный жир. Но произошло это почему-то без снижения веса. То есть тоже так Мгм. интересно, да. Ну Мгм. вот, по идее, все, что я успел заметить. Альберт, хорошо, скажите, пожалуйста, вот, судя по вашей речи, вы читали заранее заготовленный текст, я прав? Да. А можно немножечко поподробнее тогда в таком случае? Знаете, что заинтересовало? Вы Да. сказали вот фурункулезные гнойнички. Такое серьезное заболевание. Давно ли оно у вас было? Где оно располагалось? И насколько большие были эти фурункулы? Не, они были небольшие, но возникали регулярно. То есть это вот буквально беспокоило, тем не менее. Знаете, бывает, облокотишься на что-нибудь, а у тебя там болит уже, да, и Мгм. вот как бы незаметно это появляется как-то, да. Ну, регулярно это было. То есть, так сказать, не то, чтобы вся спина в этом была, ну так, один-два присутствовали, как так сказать, раз в неделю появлялись. Вот так вот. Ну, после этого вот исчезли. Мгм. То есть раз в неделю появлялись фурункулы, и вы их каким-то образом там лечили компрессами, вырезали, или что вы с ними делали?
Ну, так, просто компрессами, ничего такого. То есть, ну, там, выдавить и все. И спиртом обработать. Но это именно фурункулы или эти, как это называется-то, прыщи, вот угри? Ну, скорее, вот прыщи-угри, да, чем фурункулы. Мгм. То есть были большие высыпания такие на спине, и они сейчас прекратились полностью. Да, да, Мгм. Интересно. Так, вы сказали про хрустящие суставы и да. мочевую кислоту. Вот подвижность суставов выросла у вас, шеи той же самой, как вы это вот заметили? Ну, да, понимаете, я вот не то чтобы... Они меня не беспокоили. То есть, ну, вроде бы, ну, возраст у меня еще не такой большой, чтобы это сильно замечать, так сказать. У меня не было таких уж сильных прям, так сказать, неудобств, связанных с передвижением и так далее. Но Мгм. вот этот хруст, он постоянно, так сказать, присутствовал. И, ну, раздражал, честно говоря. А вот, говорю, его практическое исчезновение, вот все, как бы он прошел и не появлялся пока до настоящего момента. То есть, а подвижность, но могу еще сказать, знаете, что я, конечно, говорю, образ жизни у меня такой, не то чтобы подвижный, Мгм. но там, я говорю, он вот, например, и некоторые грузы, которые приходилось на большие расстояния иногда носить. То есть я сравнивал, так сказать, как я раньше уставал от этого и как после приема синтезита, да. То есть было некоторое такое, что там, грубо говоря, я шел долгое время, и хотя и раньше, если я вот менял положение, там, то есть нужно передохнуть, поменять руку одну, другую, то сейчас этого не было. То есть регулярно и на большие расстояния мог переносить, не уставая эти грузы. Вот что еще заметил. Так, а вот вы сказали, что принимали по 11 апреля, сейчас у нас 18 апреля, 7 дней вы уже не принимаете. Да, И да. сказали, что после того, как перестали принимать, почувствовали, что ну, немножечко менее выносливыми стали. А сейчас как это ощущение? Сейчас, ну, оно до сих пор присутствует, да, я бы так сказал. Не знаю, с чем это связано. Хочется еще попринимать, честно говоря. Но я подожду дней 20. Ну, суммарно, то есть еще там сколько осталось? Еще 15, наверное. Ну, в принципе, что? Вот уровень мочевой кислоты, говорите, 406 был, 320 стал микромоль на Да. литр. Это 86 пунктов снижения, такое серьезное Угу. достаточно. Да, это в середину интервала допустимого примерно свалилось. Ага. А вы врачу, у вас есть лечащий врач или вы просто сделали анализ и забрали его? Я просто анализ сделал. Сейчас к лечащему врачу не особо сходишь, потому что там из-за вот этих всех ограничений, связанных с самоизоляцией. То есть Мгм. вся поликлиника занята ликвидацией, так сказать, последствий, именно связанных с коронавирусом, и не занимается пациентами. Ну, вот так вот совпало, не знаю. Ну да, да. Так, и еще знаете, какой вопрос? Вот говорили в самом начале, тепло в печени у вас было, Ну, ощущение не... тепла в Да, печени. да. Это печень у вас как-то болела или просто вот... Нет, это было приятное тепло, да. Но это не только в печени было. В печени приятное тепло, а так, ну, так сказать, чувствуется, что кровь приливала там к голове, в уши и так далее. Вот что еще было. И к спине тоже, кстати. Мгм, мгм. Ну да, кровь почистилась, поэтому сейчас, получается, фурункулез стал меньше, вот это Мгм. гнойнички вот эти ваши. Ну, висцеральный жир, да, интересное такое замечание. То есть визуально просто стал живот меньше, правильно? Я понимаю. Да, да, да. Ну, и живот, и вот по бокам то, что есть, тоже уменьшилось. Спасибо большое за подробный интересный отзыв. Если вам не сложно, вы можете выслать свою фотографию, чтобы мы ее на заставочку поставили. Александр не хотел бы просто свое лицо показывать. Ну, я сказал правду, а как бы это, думаю, ценный вклад в развитие, так сказать, повышение здоровья, да, но лицо я не хотел бы светить. Лучше просто опубликуйте запись. То есть то, что в пределах заявленного, оно вот так, да, это выше там того, что многие добавки могут дать. Не, вообще любые добавки могут дать. Ничего так, ничто так. Ну, извините, от какого препарата у кого волосы вырастали? Что это такое? Нет такого. Люди там условно пытаются, все подряд пробуют, и ничего не работает. А тут раз тебе и пожалуйста. По щелчку пальца буквально.
Секрет синтезита в том, что это свежий, только что рожденный, а значит живой элемент, полученный методом холодного синтеза, что делает его феноменально эффективным минералом с колоссальным потенциалом. Заказать синтезит вы можете на нашем сайте www.synthesit.ru.